Привет, друзья! Подборка видеокарт. Еще раз видеокарт в хорошем соотношении. Эту подборку я подбирал именно из-за соотношения цены, качества и, конечно же, производительности. Здесь не будет оверпрайснутых и не будет сверх какого-то, совсем шлака. Поэтому представим вам ее сегодня на весну 2024 на канале Технозон. Поехали! Слушайте, вы на главной страничке нашего канала, а ну-ка быстренько подписались, нажали колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. А ссылки на эти видеокарты я разместил в описании под видео. Итак, у нас есть с вами 5 видеокарт, о которых я хочу поговорить. И первая видеокарта, это видеокарта MSI GeForce 4060 Ventus 2X Black, оверклокинг 8 гигабайт. И это, скажем так, знаете, видеокарта народного выбора. В принципе, видеокарта, знаете почему народный выбор? Потому что это 14 299 гривен всего-то. У нее ширина памяти 128 бит, графический процессор 4060, GDDR6 память. У нас частота графического ядра в бусте 2490 МГц, частота видеопамяти 17 тысяч МГц, и работает она на интерфейсе PCI Express 4.0 X8. Сама по себе видеокарта прикольная, рассказывать о том, что там какие-то нужно делать на нее сейчас обзоры и рассказывать об ее особенностях абсолютно не стоит. Очень много обзоров есть в интернете. От себя могу сказать, что я эту видеокарту тестировал в одной из наших сборочек, можете посмотреть. И из того, что я тестировал, у меня, кстати, даже тесты сохранились. В Киберпанке у меня была на лоу, это у меня было около 100 FPS в среднем, вам говорю. Forza Horizon 5 соточка у меня была. Ведьмак 3 в зависимости от настроек от 65 до 120, само собой, это все в 1080p. Это я как пример вам привожу. Дело в том, что те, кто говорят, что 4060 это для 2К гейминга, это все полная фигня. Играть нужно с комфортом. А еще у нас в эту подборочку попала видеокарта, знаете, вот я сейчас ее специально поставил рядышком, и сейчас вот начнется война опять в комментах, вот как я прошу своих подписчиков участвовать в комментариях, потому что здесь у нас будет подборке гигабайт GeForce RTX 3060, гейминг, оверклокинг на 12 гигов. Да, 12-гиговый 3060. Вот здесь есть один момент. Это очень неплохая карта, я сам играю на 3060, я в PUBG играю. Она, смотрите, вот мы сейчас с вами проговорим, характеристики: 12 гигов, 192 бит. Заметьте. В бусте 1837 вроде бы меньше, 15 тысяч МГц. PCI Express 4 мы здесь пока шину опустим. Есть RGB подсветка, это все нас мало волнует. Но если пойти, скажем так, и сравнить их вот рядом лицо к лицу, во-первых, здесь 3060 это GA104. У нас есть разница в техпроцессе. Смотрите, у нас тут 5 нанометров 4060, 8 нанометров 3060. Частота в режиме Boost, как я уже говорил, отличается, но тут есть момент. 3060 стоит, во-первых, дешевле, во-вторых, она работает на PCI Express 4.0 X16, а 4060 работает на X8. Само собой, на 12-гиговой у нас ширина шины памяти 192 бита, а ширина шины памяти в 4060 128 бит. И пропускная способность памяти 360 гигабайт в секунду на 3060 и 272 гигабайта в секунду на 4060. Дорогие мои друзья, вот напишите, пожалуйста, в комментах, кто вот что бы выбрал. Потому что я вот в реальных тестах, я даже себе записывал, в реальных тестах в том же самом Киберпанке, в тех же самых ультрах на лоу RTX, на лоу рейтрейсинге 70-75 FPS у меня было, по сравнению с 4060 примерно то же самое. А стоит видеокарта дешевле. Не намного пока что, но дешевле. Знаете как, 4060 это вот народный выбор пока что. Со временем, конечно же, 3060 подупадет в цене 12-гиговой и вообще станет еще привлекательней. Хотя, я вам скажу так, 4060, да, будет развиваться сильнее, чем 3060. С учетом оптимизации от самой Nvidia будет намного интереснее. На текущий момент, вот за 13 800 гривен, это очень хороший вариант. Я именно на 3060 шпилю на конкретно PUBG. Я не только в PUBG играю, я играю в No Man's Sky, иногда в Forza Horizon 5. И, кстати, из того, что я себе выписывал, вот, например, в Dying Light у меня
было 67-70 с выключенным DLSS, на DX11 в 1080 на очень высоких пресетах. А вот с DLSS я позволил себе уже играть с рейтрейсингом, и там были примерно такие же результаты. То есть я получил лучшее качество графики с помощью этого рейтрейсинга и трассировки лучей, но при этом с помощью DLSS я добился стабильных FPS, там 63-64 до 65 FPS я в пике получал. Что в принципе сопоставимо с 4060 вот этой вот, которая стоит 14300. Слушайте, ну тут идет же вопрос еще и про память. Ну давайте еще раз так, знатоки, напишите, а для чего больше памяти? И что лучше, более новая карта с меньшим количеством памяти, либо более старая с большим количеством памяти, примерно в одной производительности самих видеокарт. Ну как, в одной производительности получится за счет памяти или как вообще? Потому что ядро мы по сути понимаем, что у нас должно быть мощнее. Но Nvidia взяла и урезала шину памяти. Ну как-то так, знаете, вот интересный момент получился. Вот эти спорные эти две видеокарты. Ну да ладно. А что делать тем, кто вот вообще нет денег? Вот вообще их нет, там буквально там 6-7 тысяч гривен есть, а хотя бы во что-то, хоть как-то поиграть хочется. Ну, конечно же, мы такое. Классика бюджета, это GTX 1650, D6 это совсем такой бюджет. Но что самое интересное, что здесь тот же самый GDDR6 и 128 бит ширина памяти, 12 МГц частота. В бусте у нас частота графического ядра держит 1620 МГц, на PCI Express 3 может работать. Это действительно вот она подойдет для более старых компов, но теперь смотрите. 7000. Я читал даже одну статью недавно, там писали, что в 2024 году видеокарты с 4 гигабайтами памяти должны просто-напросто уже отойти и умереть. Вот, скажем так, их надо убрать полностью. Но из тех тестов, которые я смотрел и на которые я опираюсь, во многие игры можно даже поиграть. Ну, например, смотрите, Call of Duty Warzone. 60 FPS на сбалансированных настройках. Даже тот же самый Baldur's Gate 3, который действительно тяжелый, можно поиграть со стабильными 30-35 FPS, но при этом это же не мега шутер, где вам так важен FPS. Или, ну, например, в Apex Legends можно играть на уровне где-то 55-60 FPS. Да, это на этой карточке, на средне-низких, на средних настройках, в зависимости от конфигурации. Допустим, в том же самом CS 2 можно настроить и поиграть в стабильный 60 FPS. И что самое интересное, даже в Киберпанк поиграть можно на низких пресетах, но для тех, кто в свое время проходил Ведьмак 3 на 30 FPS, и Киберпанк пойдет. То есть это если совсем нет денег, то можно в принципе рассмотреть 1650. Если хотя бы чуть-чуть есть еще, то 1660, 1660 Super будут поярче и покрасивее. Что самое интересное, на Forza Horizon 5 на средних настроечках она вытягивала даже до 90 FPS. Хотя на ультрах это уже было не так красиво и падало даже ниже 40. А вот мне, как игроку PUBG, она не пойдет, потому что на минимальных настройках, на средне-минимальных можно вытянуть до 80 FPS, а вот когда ты ставишь в ультра, что мне очень важно, я играю на пресетах ультра только, кстати, на 3060 и получаю там 170-180 FPS, и ставлю только растительность на минимальное, для того, чтобы мог бы раньше заметить, допустим, врага, то на ультра, к сожалению, геймплей на данной видеокарте будет уже меньше 30, на Full HD, само собой, это будет в районе 25-27 FPS, и в таком варианте она, честно говоря, не пойдет. Если просто в PUBG побегать, то на средне-низких, допустим, пострелять в 60-80 FPS очень даже запросто. А вы напишите, пожалуйста, какую вообще супербюджетную карту, вот именно самую супербюджетную. Возможно, вы порекомендуете прикупить какую-то бэушечку, что там за такую цену можно взять. Хотя, ну, БУ, видеокарты, вы же сами понимаете, откуда они могут появиться. Но за 6700, в принципе, нормальный вариант. А вот у нас следующее, это гигабайт GeForce RTX 4070 WindForce, 12-гиговая, 192 бита, ширина памяти, 21 тысяча МГц частота видеопамяти, частота графического ядра 2490. И тут вот знаете, вот уже у нас вырисовывается такой момент. PCI Express 4. Почему именно гигабайт выбираю именно я? 26 тысяч гривен, и это, ну, хорошее соотношение, именно цена и качество для стабильного 2К гейминга. Нет, 4070 это не 4К стабильный, это не 4К, это не про 4К.
Вход в 4К это уже чуть другие карты. То есть это стабильный 2К гейминг. Давайте я вам приведу примеры. Дело в том, что если сравнивать, например, Hogwarts Legacy, то данная карта Full HD может выдавать до 130, до 140 FPS, хотя в 2К она выдает 104. Это стабильный гейминг 104 в 2К, именно эта видеокарта. Это само собой с DLSS 3, тут вы должны это понимать. А если брать уже 4К, то это может быть 50-60 FPS, поэтому не для 4К, но для стабильного 2К очень даже подходит. В том же Ведьмаке на максимальных настройках качества с рейтрейсингом оно будет вытягивать на Full HD приблизительно 105 FPS, а на 2К она будет демонстрировать стабильные 80-75 FPS. А вот в 4К это будет уже 41-48, поэтому опять же не для 4К. И что самое интересное, вы можете играть на ультрах, допустим, с DLSS 3, само собой, в Киберпанке, порядка 100 FPS, ну в зависимости, Full HD это больше 100, в 2К это там от 60 до 90, это то, что я видел. Короче, ребят, видеокарта действительно за 26 штук для сборки это просто идеально. Ну тут, вы знаете, вот я перед тем, как покажу следующую видеокарту, вы мне такие зададите вопрос: подожди, что, сборка подходит к концу, а что-то мы не видим Radeon карт. Я вам скажу так, это мое предпочтение, моя сборка, и Radeon мне нравятся. Ну давайте возьмем пример из того, что я хотел бы купить. Из того, что я хотел бы купить, это AMD Radeon RX 79 GR или XTX, да, какой-нибудь взять. И там, ну действительно, карты-то прикольные. Но, опять же, давайте посмотрим на цену. XTX стоит 47 тысяч. 20 тысяч частота видеопамяти, GDDR6, правда шина у нас памяти 384 бит, ну прям топчик-топчик, да? А тут вот такая ситуация, 47 тысяч, 4070 стоит 26 тысяч, давайте сравним там 4070, возьмем простой и возьмем тот же самый 7900 XTX. А у нас разница производительности 14,6%. У нас разница производительности между этими двумя картами. А если я беру следующий, например, GeForce RTX 4080, который стоит, на секундочку, дешевле на 1000 гривен почти. Это 4080. И сравню с ним этот самый 7900 XTX. А для меня, вот понимаете, вот эта серия 7900, она оверпрайснутая. Простой 4080, даже не TI-ку, да? Она оверпрайснутая. И 4080 в рейтинге даже выше стоит в производительности. У нас разница 4 нанометра 4080, 5 нанометров 7900. Теперь, даже несмотря на то, что у нас меньше памяти, меньше ширина памяти, выше частота у нас, а теперь следующее. У нас разница в производительности плюс 12% 4080. 4080 плюс 12% производительности. Стоит дешевле. Это все-таки Nvidia GeForce. У нас поддержка интереснее. Да блин, оверпрайснутая фигня. Ну, не фигня, конечно, это классная видеокарта. Но это оверпрайс. За свои деньги люди привыкли, что AMD Radeon за низкие деньги предлагали всегда хорошее качество за хорошие деньги. Хорошую производительность и хорошее качество. А на текущий момент AMD, наверное, берега попутала и начала выпускать за какой-то оверпрайс нормальные карты, пытаясь, наверное, возомнила себя, наверное, такой компанией, как Nvidia. Ну, тут уж извините, поэтому в сборку то, что я хотел бы, откровенно говоря, не попало. Да, мы можем говорить о каких-то бюджетных моделях, но в бюджетах я предпочитаю уж совсем GeForce. Ну и, само собой, на вот последняя видеокарта из нашего, скажем так, из нашей подборки за 56 тысяч, это MSI GeForce RTX 4080 Super Gaming X Slim, беленькая, это для спецсборочек, беленькая, 16-гиговая, очень прикольная видеокарта, и это стабильный вход в 4К. Это стабильный вход в 4К, 16 гигов, 256 бит память, GDDR6X, в бусте 2625 МГц, частота видеопамяти 2300. На PCI-Express 4, само собой, слушайте, с RGB подсветочкой. И тут уже говорить, если про ультра какие-то настройки, то на 2К данная карта в Ray Tracing Ultra с DLSS, конечно же, она будет показывать порядка 100 FPS.
На самом деле 95-100 будет плавающий. Это на 2К. И почему я говорю вход в 4К гейминг? Потому что тот же самый Cyberpunk здесь будет показывать 55-60 FPS в зависимости от настроек. Конечно же, ультра без DLSS я бы не брал бы, не включал бы эту видеокарту, потому что у вас FPS в данном случае упадет, здесь уже 40-90 надо, FPS упадет. А на DLSS качестве, ну, вы же понимаете, генерация дополнительных кадров, на 4К, на DirectX 12 это будет там 55, стабильные до 60 FPS, возможно даже больше, в зависимости от обновления драйверов, которые постоянно выходят. Но, то есть это такой базовый вход в 4К, но на 2К на всех ультрах она вообще шикарно летает. Hogwarts Legacy, например, на 2К, на DirectX 12, на полном рейтрейсинге ультра, это будет стабильные 65 FPS работать. То есть это в полном 2К. Что самое интересное, в 4К она тоже будет показывать, ну, в районе там 55-60 FPS в 4К с DLSS. И, само собой, у нас будет тоже рейтрейсинг ультра. Короче, такая себе прикольная карта. Мы ее рекомендуем, вообще эту сборку рекомендуем. Вообще я жду очень много ваших вот этих вот предложений. Напишите, какие вы, соотношение чего вы берете. То есть для меня здесь я отталкиваюсь от того, насколько максимальный FPS я получу за какую-то средневзвешенную цену. Вот таким вот образом. Само собой вы здесь не увидите Asus. Asus тоже немножко оверпрайс. Вы не увидели AMD. Я вам объяснил, почему я не брал AMD из тех, которых я хотел, с которыми я имел дело. Поэтому жду вашего внимания в комментах. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.